Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня у нас уже воскресенье, и мне хотелось бы подвести итоги за прошедшую неделю. Немножко рассказать о игрушках, которых у меня продались в магазине, и какие игрушки опять поедут уже туда. Будем потихонечку готовиться к 8 марта. Нашла свой недовяз с недели стартов осенних. Хочу довязать игрушку и немножко рассказать вам о своих магазинах, да, это ярмарка мастеров и эти, это для меня вообще какая-то больная тема. В общем, давайте я вам покажу, какой я нашла свой недовяз. Я тут кофе балуюсь, не успела допить. Я нашла недовяз. Это зайчик по платному мастер-классу. Ссылочку на девушку я оставлю. Мне безумно нравятся эти зайцы, но почему-то он у меня не довязался. У меня связана голова, уже полностью оформлена, пару ручек, связано к нему хвостик, и почему-то я начала вязать лапку, ножку, точнее ножку, не по мастер-классу, а в обычной форме, без вывязывания ножки. Не помню, что я там думала, или хотела что-то быстро связать, либо мастер-класс у меня слетел с компьютера, потому что у меня обновлялся, я уронила тяжелую штучку на компьютер, он у меня полетел. В общем, муж мне жесткий диск поменял, и, видать, мастер-класс у меня слетел, поэтому я не могла найти его. В общем, такой вот у меня процесс. Хочу уже побыстрее его довязать, и чтобы он у меня был в собранном состоянии. Зайка вообще крутой. Вяжу я из пряжи, это у нас Alize Alpaca Royal. Это 100 грамм на 250 метров, и 30% альпака, 15% шерсти и 55% акрила. Мне нравится сама структура пряжи, как она выглядит. Вы можете видеть, да, на камере, как я не начесывала, ничего не делала, шерсть не вытаскивала. То есть она сама по себе вот так вот вяжется, и такие вот волосики выпирают, да, из игрушки, так сказать. Вот, в общем, мой такой вот процесс. Хочу его закончить в воскресенье, и чтобы он уже пошел в готовые работы, начиная с понедельника, чтобы я могла вам уже что-то показывать. Вот, в общем, такой вот у меня процесс. По поводу магазинов, что я хотела сказать. Сейчас я поудобнее сяду. По поводу ярмарки мастеров. Уже много кто мне говорил, что ярмарка мастеров уже давно себя иссякла, то что там очень сложно начать новичкам продавать и начать что-то новое, потому что там все мастера и готовые работы уже покупают у постоянных мастеров, в общем, так сказать, а новичкам будет очень сложно. Да, я хочу сказать, что это на самом деле так. Я попробовала на себе, хотя у меня был такой большой энтузиазм начать продавать. Вроде смотришь мастеров, да, смотришь отзывы, постоянные покупки, постоянно у них отправки игрушек в разные города, и ты настраиваешься, почему я так не могу, чем хуже мои игрушки, чем хуже я вяжу. И в итоге, когда ты начинаешь вязать наборчики, да, погремушка, игрушечка, там грызуночек, еще что-нибудь, то ты начинаешь выкладывать, там первый день ставить лайк, куча просмотров, и ты уже как бы начинаешь понимать, что вот процесс пошел, сейчас посмотрят, ну, неделька-две будут смотреть, присматриваться к тебе, но прошло 3 месяца, до сих пор ко мне присматриваются, и я прекратила оплачивать магазин и полностью его удалила. В общем, да, я недавно почистила все свои товары на ярмарке мастеров. Решила, что онлайн-продажи это совсем не мое. Либо, может быть, игрушки у меня какие-то плохие. Может быть, я какую-то энергетику не такую из себя излучаю, что как-то с продажами в интернете мне очень тяжело. И были скидки до 50% на праздничные дни, были бесплатные доставки, но все равно как-то просмотры, сохраняшки, лайки, все есть, а вот чтобы кто-то написал, спросил, заказал, нет. В течение 3 месяцев у меня не было заказов, и это очень-очень печально на самом деле. В общем, я полностью расстроилась и решила, что это не мое, и удалила. Но недавно мне пришла мысль, что почему я не могу там продавать свои мастер-классы. В итоге я пыталась загрузить свой мастер-класс, а там
до 50 мегабайт можно загружать мастер-класс, а у меня все выше 60. А удалить я не могу ничего из мастер-класса, потому что там все рабочие фотографии. И если я даже удалю одну фотографию какую-то обычного формата, да, обычной готовой игрушки, то это все равно не поможет. В итоге ярмарка мастеров полностью меня разочаровала, и я закрыла для себя этот магазин. Не знаю, надолго либо нет, но на данный момент я на него очень негативно настроена. Вот. А что по поводу Etsy? Что по поводу Etsy, в принципе, ситуация то же самое. Только будет скоро 3 месяца магазин Etsy, там также просматривается, заходится, сохраняют себе, добавляют в корзины, тут же из корзины убирают. В общем, какая-то там междоусобица между покупателями и моими товарами происходит. Но также мне никто не написал, никто не заказал, никто ничто не спросил. Вот. Но по поводу Etsy я еще терплю. Но тоже энтузиазм у меня немножко уже пропадает. Раньше я выкладывала игрушки каждый день, там через день, да, выкладывала новый товар, и как-то магазин у меня оживлялся, вот это все ходили, смотрели, больше заходов было, но потом, когда заказов нет, даже никаких сообщений, ничего не спрашивают, когда этого нет, то он начинается также настраиваться на негатив, что я сама себя уже начинаю настраивать, что это не мое, но просто я стала меньше выкладывать товара на Etsy, меньше лизингов, так же как магазин оплачивается каждый месяц, там приходит уведомление, что нужно оплатить магазин, как бы там дешевле выходит, чем даже на ярмарке мастеров, но все равно товара нету, продаж нету. В общем, я полностью расстроена во всех моментах. Как-то не знаю, вроде смотришь, даже наблюдаешь за людьми, у всех продается, у всех хорошо, и игрушки у тебя не хуже, чем у другого мастера, но нет, и все, просто не покупают. Поэтому я понимаю, что можно купить и платные видео, обучение, но, к сожалению, нет такой возможности, чтобы тратить лишние денежки на оплату продвижения магазина. И не факт, окупится у тебя или нет. Как бы я очень много смотрю видео, обучающие бесплатно в Инстаграм. Ну, в Инстаграме также пишут посты, и на канале есть много видео по поводу этих. И хэштеги ты меняешь, и смотришь, и, в общем, все мои труды напрасно, так сказать. Ничего у меня не получается, в общем. Ладно, не будем о плохом. У меня впереди готовка манника с творогом. Хочу запеканку сделать. И хочу отвезти некоторые игрушки в магазин. У меня продалась первая игрушка в магазине. Это зайка в таком бордовом платье. Я вам ставлю фотографию. И это по описанию Юлии Дайнега. И зайка у меня продалась. И как раз таки скоро уже 8 марта люди начнут ходить, выбирать подарки. Люди будут скоро ходить выбирать подарки деткам. В общем, я собрала несколько позиций игрушек, там примерно штучек 6-7. И хочу их отвезти, чтобы они уже были в магазине. И чтобы потом не бегать, как ужаленная, нужно срочно туда отвезти, все заранее это сделать, чтобы люди спокойно приходили, выбирали и настраивались, что есть в таком магазине мои игрушечки. В общем, сейчас я вам их покажу и буду потихонечку их упаковывать. Я долго на них зацикливаться не буду, потому что вы все игрушечки эти уже видели, вам встречались уже эти мастер-классы бесплатные, поэтому быстренько просто покажу количество и буду упаковывать. Так, эти мишки, также на них есть мастер-класс. Все мастер-классы я оставлю внизу под описанием видео. Можете проходить и вязать. В мастер-классе мы с вами вязали вот эту серенького мишку. В общем, 2 мишки поедут у меня в магазин. Потом из детского набора я забрала жирафика, маленького лисеночка. Так, потом у меня одна уточка есть, это уточка Лала Фан-Фан, также на нее есть мастер-класс, оставлю
под описание ссылочку. Вот такой вот зайка у меня еще поедет. Это по описанию лисенка и енотика. Зайчика мы тоже с вами свяжем, но немножко позже. И две игрушки, они такие большие. Я их вам уже показывала. Немножко сдвинула. Я ее полностью приодела уже. Платьюшко я сшила на игрушки, так как многие детки любят их раздевать. И потом платье-игрушка валяется в отдельных местах. Это платьюшко я вязала как-то на тигренка по мастер-классу перед Новым годом. И платьюшко сохранилось, а игрушка продана в комбинезончике розовом. И поэтому очень тоже хорошо подошло для кошечки. Вот. Пришила брошку на голову, заколочку, так сказать. И куколка, кошечка готова. Она поедет. И последний это Мишка. Мишку вы тоже уже видели. Полностью готова. Тоже в таком весеннем наряде, в платьишке и с бантиком на голове. В общем, такие вот игрушки со мной. Вот такие вот игрушки отправятся в магазин. Будут ждать своих покупателей. По поводу ярмарки я не знаю. Впереди ярмарки. Но не знаю, попаду я на них или нет. Если же вдруг поеду на ярмарку, то я могу взять игрушки из магазина и отправиться на ярмарку. Но пока я думаю. В общем, это все под вопросом. Пока ничего не буду говорить. В общем, все под вопросом. В принципе, все, что я вам хотела рассказать, я вам рассказала. Я вам немножко поплакалась. В общем, сильно прям негативно не реагируйте на мои высказывания по поводу магазина. Я знаю, у кого-то очень хорошо все идет. Но кому-то дано, да, как говорится, кому-то дано что-то делать, кому-то не дано, кому-то не получается. Так что я особо не расстраиваюсь, буду пытаться. По поводу с ярмарки мастеров я точно для себя сказала нет, а по поводу я еще поборюсь. Так что буду думать только о позитиве. Так что я пошла готовить маник, а вам хороших выходных, хорошего воскресенья, отдыхайте хорошенечко, потому что впереди у нас продуктивная неделька. Мы с вами скоро свяжем мастер-класс по этой кошечке и думаю, может быть, сделать онлайн в Инстаграме. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео и всем пока-пока.